Привет, друзья! Весна, грибы. Ну, грибы это громко сказано. Скорее, сморчки, строчки, сморчковые шапочки и так далее. Сегодняшний ролик об этих весенних грибах. И вы увидите мой один поход в лес, где я собрал разных экземпляров и сравнил их между собой. Многие путают сморчок и сморчковую шапочку. Оказывается, это два разных гриба. И в этом ролике вы увидите, в чем разница между этими двумя разновидностями. Более того, среди сморчковых шапочек тоже есть разновидности. Ну а в конце меня ждал вообще сюрприз из сюрпризов. Я встретил один потрясающий грибок. Это строчок, но строчок необычный. И мы посмотрим на этот гриб изнутри. Ну и так как грибы сами не прыгают нам навстречу, их надо искать, поэтому не будем терять времени. Вперед! Какое замечательное утро весеннего леса. Солнце только всходит, а лес уже оживает. А вот и пришло время шапок сморчковых. Вот я одну уже нашел. О, довольно крупненький такой грибочек. Так. Оп! А он так почти не держится на земле. Видите, сразу же удалось его сорвать. О, какой красавчик. Но это еще не все. Потому что посмотрим дальше и видим целую вот такую маленькую полянку. Вон еще, видите, сморчковых шапочек. Но почему же этот гриб называется именно сморчковая шапочка, а не сморчок? Есть одна большая разница. Если мы возьмем сморчок, то у него вот эта шапочка, шляпка, да, она практически приросшая к ножке. То есть ее невозможно просто отдельно снять, выкрутить и так далее. Она будет повреждать ножку. В общем, она приросшая. А берем сморчковую шапочку, и что мы видим? Видим, что она, видите, практически отдельно. Если мы даже вот так вот крутанем, то что произойдет? Очень легко, легким движением руки мы ее снимаем. Поэтому это сморчковая шапочка, не сморчок. Лес, в котором я хожу сейчас, очень интересный, уникальный. Особенно по поводу сморчков, сморчковых шапочек. Здесь я находил множество разновидностей. Вот в данном случае у нас сморчковая шапочка. Вот. Здесь я находил еще редкую разновидность сморчковой шапочки. Это сморчковая шапочка коническая. Но она немножечко позже была. Поэтому в этом году я ее еще ожидаю. А еще интересная находка здесь, в этом лесу. Это у нас строчок. Строчок пучковый. Тоже разновидность попадается нечасто. И что интересно, среди строчков есть ядовитые, а как раз строчок пучковый это очень даже хороший, съедобный. Ну, хотя некоторые считают, что условно, правильно считают, это условно съедобный гриб, строчок пучковый. А самое замечательное то, что я строчок пучковый в этом году уже находил. Ну и в этот раз сморчковая шапочка. Чок-чок-чок, сморчок-здоровячок. Смотрите, какой крупненький. Ой, видите, что я сделал? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего страшного, пускай сидит. Главное, основная часть у меня в руке.
Весна, весна, строчки-сморчки. Тари-тари-та, па-па-па. Цветочки попадаются. Видите? Настоящая весна. Причем очень-очень теплая. Сейчас 20 градусов, днем 25, вообще прелесть. На весну, конечно, не похоже. Похоже на какое-то раннее лето. Но, что есть, то есть. У природы, так сказать, нет плохой погоды. Есть плохая одежда, да? Ага. Так, а это что за чудо? А это что за чудо? О! Ух ты! Смотрите. А, и вот еще один, смотрите. Это сморчковая шапочка, да. Но, по-моему, друзья мои, это у нас как раз другая разновидность сморчковой шапочки, шапочка коническая. Мне кажется, что это она. Сейчас я их сорву и подойду к моей кучке. И будем с вами сравнивать. Ха-ха! И вот в чем разница, друзья. Это действительно шапочка коническая. Довольно редкий вид сморчковой шапочки. Смотрите. Видите? Вот она в чем разница. Вот она. Вот если положить рядышком, разница очевидна. У сморчковой шапочки конической шапочка, она довольно гладкая, видите? Нет вот таких морщин, ярко выраженных, как на обычной сморчковой шапочке. И самое замечательное то, что и обычная шапочка, и шапочка коническая — это прекрасный съедобный грибок. Однако некоторые источники утверждают, что шапочка коническая имеет все-таки в своем составе некоторое количество яда гераметрин. Поэтому, несмотря на то, что мнения расходятся, советуем этот гриб предварительно отваривать. Причем отваривать несколько раз, хотя бы по 5 минут, раза 3. И каждый раз сливать воду и промывать грибок холодной водой. А вот, что и требовалось доказать. Опять ранняя находка. В это время обычно они еще не появляются, эти грибочки. А сейчас очень теплая весна, и он появился. Это строчок. И строчок как раз пучковый. О, какой красавец. О, какой он необычный. Совершенно причудливая, необычная форма. Красавец. Бывает, шляпка у него еще более яркая. Вот. Это условно съедобный гриб. Вместе с грибом, строчком гигантским, его можно употреблять в пищу после предварительного отваривания. Вот. Попадаются в это время строчки ядовитые. Это строчок обыкновенный. У него шляпка гораздо темнее. В принципе, если их рядом положить, то отличить 100% можно. Вот. Ну, те, кто разбирается, то, конечно, спутать не могут. Так, сейчас будем извлекать это чудо из земли. Так, ну что чудо? Будешь ты сейчас у меня в корзинке. Так. Ну, ладно. Попробую его срезать, чтобы никто не говорил, что там срываешь, повреждаешь грибницу. Чушь, конечно, но просто он так хорошо сидит, что я его лучше срежу. Ну, в строчках интересная такая с ними вещь происходит, что его срезай, не срезай, все равно мусор весь остается внутри. Он как этот мусор и грязь, и песок, как в завернутую бумагу, вот в эту ножку. Поэтому советуют перед тем, как его отваривать, обязательно положить воду и подождать, пока все насекомые, которые вот здесь вот внутри, здесь полно всяких насекомых, вот, все насекомые повылазят наружу, чтобы мы их не сварили и не съели. Гриб замечательный, хотя некоторая часть яда в нем присутствует, гераметрин, вот, но он, в принципе, после отваривания и
сливания воды, так сказать. Он уходит в отвар, и потом после этого можно грибок кушать. А если мы внимательно понаблюдаем, что у него внутри, вот обратите внимание, вот то, что мы видим сверху, шляпка, это как бы и не совсем шляпка, ребята. Видите? Смотрим внимательно, как ножка переходит в шляпку, вот внутри. Видите? То есть она как бы из ножки постепенно превращается. Эта форма ножки, она как бы сворачивается. Видите? Я еще ближе поднесу. Да, видите, что внутри происходит? То есть шляпка не отдельно от ножки. Это не отдельная часть гриба. Это одно целое. Ножка, постепенно изгибаясь каким-то образом, превращается потом в шляпку. Вон, видите, как пещера какая-то внутри у нас. Вот такой вот разнообразный улов у меня сегодня. Сморчковая шапочка. Шапочка коническая. Ну и конечно, наш замечательный строчок пучковый. Вот. Кстати говоря, этот строчок от гигантского, в первую очередь отличается, конечно, формой. Видите, у него вот всегда вот такие вот формы необычные, неаккуратные. Форма шляпка, я имею в виду. Неаккуратная такая, неправильная форма. Какие-то отстоящие от центра участки, разветвляющиеся. Не знаю, как будто какое-то покрывало на ветру накинули на этот грибок, и оно развивается по ветру, и в таком состоянии его зафиксировали. Но вот так вот он выглядит. Какие-то растрепанные крылья, что-то в этом роде. В общем, интересный грибок. О, вот такой у меня сегодня натюрморт. Грибной сезон только-только начинается, и впереди еще очень много всяких интересных роликов о грибах. Поэтому подписывайтесь на мой канал, не стесняйтесь, и увидите, что будет дальше. А сейчас до встречи на моем канале Грибоед. Пока!